В этом выпуске мы представим вам не только самые интересные, но и самые необычные факты о здоровье. Этих фактов мы насчитали 55. Вот уж чудо-чудное человеческое тело, которое постоянно привносит в нашу жизнь массу приятных и неожиданных сюрпризов. Вы на канале «Замечательная жизнь». Будет интересно. Мы начинаем. Итак, интересные факты о здоровье. Здоровье – это богатство. Быть здоровым нужно обязательно. Все в этом мире является заменяемым, кроме здоровья. Известный афоризм «профилактика лучше, чем лечение» является популярным среди всех, и все согласны с ним. Поддержание здоровья требует здоровой диеты, физических упражнений и хороший образ жизни. Следовательно, это не является трудной задачей. Гимнастика, которую проводят в молодости, улучшит мозговую функцию, когда вы становитесь старше. Это говорит нам о том, что к старости наш организм будет более гибким и динамичным, если мы уже сейчас начнем его развивать. Ушная сера защищает внутреннее ухо от грибов, бактерий, насекомых и грязи. Она также очищает и смазывает слуховой проход. Но вот только чистить и мыть уши остается необходимым, ведь чистоту и эстетически аккуратный вид никто пока еще не отменял. Инсулин, который отвечает за превращение избыточного сахара в жир, вырабатывается организмом на пике в вечернее время. Вот именно поэтому диетологи и не рекомендуют наедаться на ночь. Плохое питание беременных матерей может вызвать преждевременное старение сердца ребенка. И об этом нужно помнить не только самим беременным, но и их близким родственникам, поскольку именно в период беременности могут закладываться большинство болезней, с которыми придется столкнуться в будущем. Когда ваше тело ведет сидячий образ жизни, мозг замедляет свои функции из-за уменьшения доступа свежего кислорода в кровь. Из этого мы можем сделать закономерный вывод, что нужно больше двигаться и выполнять физических движений. Когда вы чувствуете пульс на запястье или шее, это означает, что кровь начинает движение и остановку в артерии. То есть кровь неравномерно движется по сосудам, а идет по ним толчками. Мощными и равномерными. Об этом мы говорили в одном из наших предыдущих обзоров. Боль в шее может исходить от стресса и беспокойства. А вот это уже важный симптом неврологического расстройства, и к такой, на первый взгляд, небольшой проблеме необходимо оперативно и серьезно отнестись. Имбирь может уменьшить проявление индуцированной боли в мышцах до 25%. Имбирь, как, наверное, говорят японцы, всему голова. У нас вот хлеб. Употребление в пищу слишком много мяса может ускорить биологическое старение организма. И в этот момент мы понимаем вегетарианцев и веганов. Молодость им просто нравится. Голова человека теряет тепло с той же скоростью, что и любая другая часть тела. Многие думали иначе, однако смею вас убедить, что это не так. Голова, как и все части тела, охлаждается достаточно быстро, и именно поэтому шапку надо носить. В вашем теле находится больше бактериальных клеток, чем человеческих. Сюрприз так сюрприз, но это горькая правда. По большей части человек – это просто вертикальная лужа из бактерий. Депрессивные люди получают простуду чаще. Энергичные, счастливые и расслабленные люди имеют иммунитет к простуде и гриппу. В данной ситуации мы опять же подчеркиваем важность и необходимость позитивного мышления. Смех увеличивает деятельность антител в организме на 20%, помогая уничтожать вирусы и раковые клетки. Не зря ведь говорят, что смех продлевает жизнь. Улыбайтесь чаще. Ежевика помогает мозгу сохранять новую информацию. При упоминании ежевики сразу же вспоминается ее позитивное действие на глаза. Но, как показывает практика, эта ягода положительно действует еще и на мозг. Каждый раз, когда вы едите или пьете, вы либо кормите болезнь, или боретесь с ней. И это очень важный факт, который заставляет задуматься о пользе принимаемых нами продуктов, и вспоминается сразу еще одна поговорка: мы есть то, что мы едим. Ваш вес может колебаться от 0,1 до 1,5 кг в течение дня. А ведь некоторые взвешиваются каждое утро и к результатам на весах относятся достаточно серьезно, не зная или забывая про такие естественные колебания. Диета, богатая овощами и фруктами, может уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний, включая инсульт и сердечный приступ. Здесь мы опять добрым словом вспоминаем вегетарианцев и веганов, которые и показывают нам пример. 30–40% ультрафиолета проникает сквозь облачный покров в облачную погоду. А это говорит нам о том, что от ультрафиолета не так-то просто и легко скрыться. Женщины, которые используют гормональную форму контроля рождаемости, более подвержены депрессии, чем те, кто этого не делают. И мы не можем здесь достаточно точно утверждать, что в данной ситуации влияет больше на само зарождение депрессивного состояния.
Всего один день отсутствия движения и чрезмерного нахождения в сидячей позе влияет на способность организма перерабатывать инсулин, тем самым увеличивая риск развития диабета. А диабет, напомним, в медицинских кругах считается болезнью 21 века. 5% взрослых страдают от диабета. Это почти вдвое больше, чем это было в 1980 году. Питьевая вода может кому-то помогать в потере веса. Увеличивается скорость, с которой наше тело разрушает наш жир. Но при этом стоит помнить и обратное, что вода также и помогает набирать вес. Здесь все дело обстоит в самом организме, но при этом возможности воды никто не исключает. Чашка кофе в день поможет помочь вам снизить риск депрессии на 20%. Кофе в умеренных дозах полезен, и здесь главное не перегнуть палку. Одна чашка в один день. Сон менее 7 часов в день может уменьшить продолжительность жизни. Мы уже в одном из наших предыдущих видео говорили о важности сна и о том, сколько человек тратит времени на сон. А теперь вы еще и знаете, что экономить на сне нельзя. Отсутствие упражнений вызывает столько же смертей, как и курение. Это, конечно же, спорно, но может быть этот факт создаст вам стимул к физическим нагрузкам. Регулярное питание в ресторанах удваивает риск ожирения. И я признаюсь, не знаю почему. Может от того, что так вкусно, или от того, что жалко оставлять. А может просто из-за обилия различных жиров и дополнительных ингредиентов. Более 30% случаев заболевания раком можно предотвратить, избегая алкоголя, табака, а также при наличии здорового питания и физической активности. Мы делали обзоры и про алкоголь, и про табак, и полностью подтверждаем данное утверждение. Больше двигайтесь. Ходьба может снизить риск рака молочной железы на 25%. А это уже в наше время достаточно позитивный факт, поскольку наша жизнь в последнее время больше проходит в удобных креслах. Диета отца до зачатия играет решающую роль в здоровье ребенка. Вот этой неожиданности многие однозначно не ожидали, но это признанный факт. Стоит отметить, что под понятием диета в данном пункте подразумевается не только количество и качество еды и воды, но и отношение к всеразличным вредным веществам. Тяжелая депрессия может привести нас к уменьшению биологического возраста за счет увеличения процесса старения в клетках. Этот факт дополнительно наталкивает нас на то, что нужно больше смеяться, веселиться и улыбаться. Смех продлевает не только жизнь, но и молодость. Курильщики марихуаны рискуют часто болеть бронхитом и другими респираторными заболеваниями, как и курильщики сигарет. Вдыхание непонятно чего всегда вызывает раздражение на легких. Это ли не повод отказаться? В здравоохранении около 15 миллиардов долларов в год идет на борьбу с запорами. И это действительно проблема мирового масштаба. Люди, которые жалуются, живут дольше, потому что высвобождается напряжение, приводит к увеличению иммунитета и повышает их здоровье. Этот факт немного резонирует с позитивным мышлением, но таково мнение умных ученых. Люди, которые читают книги, живут в среднем на 2 года дольше, чем те, кто не читает вообще. И этот факт возвращает нас к необходимости поддерживать свой мозг в тонусе, больше читать и выполнять больше логических упражнений. Почти 150 тысяч человек умирают в Великобритании каждый год, потому что только очень немногие люди могут оказать первую помощь. Это статистика из Англии, но такое происходит по всему нашему земному шару. Учитесь оказывать первую медицинскую помощь и, может быть, спасете чью-нибудь жизнь. Первая страна в мире, которая ликвидировала корь, официально была Америка. Мы уже делали обзор про топ-10 страшных болезней человечества. Корь в том списке была. Кошмары являются ранним признаком заболеваний головного мозга, таких как болезнь Паркинсона и слабоумие. А это дополнительный повод радоваться хорошим и добрым снам. Ведь они показывают нам на наше состояние здоровья. Более 13 миллионов рабочих дней ежегодно теряется из-за болезней, связанных со стрессом. Стресс делает свое грязное дело, и уже в 3-й раз за этот обзор мы вспоминаем про позитивный настрой и оптимизм. Правши имеют лучшее состояние полости рта и более низкую частоту кариеса, так как у них лучше ловкость кистей рук, и они более эффективны. От этого никуда не деться, левшам просто необходимо с этим смириться. У левшей, как я думаю, тоже должно быть что-то лучше. Правши в среднем живут на 9 лет дольше, чем левши. Это спорный момент. Статистика. А она отражает лишь некоторые факты. Диабет является номером 1 причиной слепоты в США. И это факт. Как мы уже говорили, диабет – болезнь 21 века. Загар вызывает больше рака кожи, чем рак легких из-за курения. Поэтому здесь вам в первую очередь стоит посмотреть на качество ваших кремов, а не бежать за сигаретами. Человеческий мозг перестает расти в возрасте 18 лет. Это опять же усредненное значение, поскольку женский мозг растет до 19 лет, а мужской до 25.
Ходьба в быстром темпе на расстоянии 5 километров сжигает почти столько же калорий, что и бег на такое же расстояние. Этот факт дает нам еще больше надежд, поскольку занятия бегом многих отталкивают от занятий спортом, а вот то, чтобы пройтись, это для многих возможно. Сегодня куриц откармливают настолько, что они имеют вес на 266% больше, чем 40 лет назад. И факт этот из научных работ по зоологии. Размер имеет значение. Шоколад украшает вашу кожу. И происходит это, конечно же, благодаря бобам какао. Шоколад, к слову, еще и на зубы положительно влияет. Люди, которые сидят в течение более 23 часов в неделю, находятся в зоне риска сердечно-сосудистых заболеваний. Это дополнительное подтверждение того, что нужно просто больше двигаться, и тогда рисков многих заболеваний удастся избежать. В среднем на офисном столе оказывается в 400 раз больше бактерий, чем в туалете. Это для понимания того, что люди уделяют больше внимания санузлу, чем тому, что постоянно находится у них под носом. Каждые полчаса физической активности, 6 дней в неделю, может снизить риск преждевременной смерти на 40%. С этим фактом просто нельзя не согласиться, и он дополнительно стимулирует нас на то, чтобы больше двигаться и жить дольше. Йогурт имеет пробиотические бактерии, которые полезны для пищеварительной системы. Употребление в пищу томатов помогает предотвратить солнечные ожоги. Вот так все просто. Достаточно есть больше помидорок, и солнечных ожогов будет гораздо меньше. Если со всех клеток вашего тела распустить ДНК, то эта нить будет простираться на расстоянии 10 миллиардов километров. Это, например, расстояние от Земли к Плутону и обратно. А этот факт напоминает нам всем о том, насколько мы все большие и важные в этом замечательном мире. Спасибо большое за то, что досмотрели этот выпуск до конца. Благодаря тебе наш канал и развивается. Заходи почаще, смотри новые обзоры, оставляй комментарии и делись этой полезной информацией с друзьями и близкими. Ну а мы на этом не прощаемся. До скорых встреч!